Очень и очень вкусно. Здесь у меня 250 грамм муки. Добавляем сюда маленькую щепотку соли, 1 чайную ложку разрыхлителя и столовую ложку сахара. Перемешать вот так вот руками. Теперь добавляем вот эти вот 60 грамм сливочного масла, мелко нарезанного на кубики. Обязательно это масло должно быть очень холодное, только что из холодильника. Кончиками пальцев втираем это масло в муку. Хорошо втерла масло в муку. Посмотрите, какая консистенция получается. Это заняло всего лишь пару минут. Под конец добавляем 150 мл кефира. Не надо долго здесь перемешивать, замешивать, как в дрожжевом тесте. Слегка перемешали, чтобы получилась однородная масса, и все на этом. Теперь переносим на стол. Здесь на столе будет легче собрать всю эту массу в единое целое. Все, посмотрите, какое тесто получилось. Оно должно быть вот такое липкое. Слегка обсыпьте поверхность стола мукой, не надо много муки. И затем рукой вот так вот расправьте ваше тесто, чтобы толщина получилась примерно 1,5–2 сантиметра. Нам понадобятся вот такие формы для вырезки этих булочек, сконов, маленькая, средняя и большая. Это уже по вашему желанию, какие вы хотите. Обязательно вот эту формочку смочите в муке. 7 вот таких булочек у нас получилось, они всегда круглой формы, и из остатков мы еще можем слепить 1 или 2. Мой противень с бумагой для выпекания. Вот какая толщина, примерно 1,5 сантиметра у меня получилось сегодня. И они еще во время выпечки вырастут. Конечно же, это мы не будем выбрасывать. Соединим это все и еще вылепим пару сконов. Не забывайте обмакивать в муке. Оставшееся тесто соберите вот в такой комочек и тоже, конечно, отправьте в духовку. За несколько минут мы приготовили тесто для знаменитых английских булочек. Из этой маленькой порции сколько булочек у нас получится? 3, 6, 9, 10 и 11 маленькая. Перед тем, как отправить в духовку, обязательно смажьте поверхность яичным желтком, разбавленным с водой или же обычным молоком. Постарайтесь, чтобы не стекало с боков, вот только поверхность вот так смажьте. Англичане говорят, что если молоко или яйцо стекает по бокам, то они хуже поднимутся. Поэтому будем следовать их традициям. Насколько это возможно, конечно же. Вот так аккуратно смажем. И затем поставим в разогретую до 200 градусов духовку. Всего лишь 12 минут прошло. И посмотрите, какие чудесные булочки к чаю готовы. Посмотрите. Посмотрите, как они хорошенько поднялись. Вот так немножечко они могут растрескаться. Если хотите, чтобы более золотистая была поверхность этих булочек, то тогда смажьте яичным желтком, разбавленным с водой. Настало время насладиться этими чудесными английскими булочками. Как англичане кушают? Разрезают пополам. Обязательный компонент – это джем какой-нибудь вкусный, ягодный, клубничный, малиновый. И еще они любят мазать на вот эту булочку специальный крем, приготовленный из сливок. Очень просто готовится. Я вам обязательно покажу. Похож на густую сметану. Готовится из обычных жирных сливок. Если у вас нет этого крема, обычное сливочное масло мажем сюда. Итак, пробуем. Очень и очень вкусно. И, конечно же, не забудьте приготовить себе чай с молоком.
Как вкусно. Обязательно приготовьте эти чудесные английские булочки. Вы увидели, как просто и быстро их готовить. Теперь приготовьте и попробуйте, убедитесь, насколько они вкусные. Приятного вам аппетита! Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить еще более интересные рецепты в будущем. Очень и очень вкусно!